В свои 36 я ходила с палочкой. Не потому, что это было стильно или волшебная палочка, нет. У меня немного болела спина. В смысле, я реально хромала. Ревматические боли, грыжи в позвоночнике. Полгода, третьи роды – это не бонусные. Я чувствовала себя рухлядью и при этом пила хондропротекторы, дорогие, красивые коробочки, без единого эффекта. А сейчас мне за 40. И я вам клянусь, я себя чувствую лучше, чем в свои 30. Что значит неплохо для своего возраста? Нет, лучше. Никакой магии, никаких дорогих клиник. Коврик и 20 минут в день. Я вам что-то расскажу сегодня. Присоединяйтесь. Современная наука только начинает объяснять то, что йоги знали несколько тысяч лет назад. Погнали! Нобелевская премия за то, что йоги знали. Элизабет Блэкберн в 2009 году получила Нобелевскую премию по физиологии и медицине. За что? За теломеры. Объясняю на пальцах. Представьте шнурок. Итак, на одном конце пластиковый наконечник удобно продевать, а с другой стороны обтрепалось. Все, конец шнурку, вдеть не получится. Теломеры – это те самые наконечники на концах хромосомы. Пока они длинные и устойчивые, клетки молоды. Когда они укорачиваются, клетки стареют, болеют и растрепываются и умирают. Блэкберн обнаружила дальше. Хронический стресс съедает ваши теломеры. Это не метафора, измеримый биологический факт. Стресс – это ускоренное старение на клеточном уровне. И у людей, которые практикуют йогу и медитацию, этого не происходит. Исследование 2025 года Сударшан Крия-йога, рандомизированное исследование. То есть пальцем в небо. Любой человек, который практикует йогу. Достоверно известно, после йоги они удлинились, а не укоротились за 10 лет. Исследования 2020 года медитирующих показали, статистически у йогов длиннее теломеры, они фактически омолаживают свое тело. В 2009 году Нобелевской премией стало доказано, что йога удлиняет жизнь. И клинически доказано в йога-классах при больницах. Кстати, проверено мною лично. Мозг йога – это мозг 20-летнего человека вне зависимости от того, сколько ему лет по паспорту. Самое интересное, потому что разговор о йоге звучит так обычно. Для спины, для гибкости, для успокоения. Но никто не говорит про мозг, а зря. Канадское МРТ-исследование говорит: 14 опытных йогов против 14 физически активных людей одного возраста, одного уровня здоровья. Они смотрели на серое вещество мозга. И там, где живет скорость мышления, память и принятие решений. У йогов возрастная потеря серого вещества была значительно ниже. И другое исследование показало вот что. Средний объем мозга 40-50-летних йогов соответствовал мозгу людей на 10, даже 20 лет младше их. А почему? Нейротрофический фактор мозга. Это белок, который буквально строит новые нейронные связи. Йога поднимает этот белок и заставляет его продуктировать. Гибкость тела, гибкость мышления. Это не поэзия, это нейрохимия, нейропластика в таблетке, только без таблетки. А никто ее не продает в качестве лекарства, никому это не выгодно. И тут я расскажу вам про одну женщину. Она йогиня из Бали, и мне посчастливилось попасть к ней на занятия, когда ей было 55. У нее было 3 детей, и она начала учить английский в 50. Без курсов, без репетиторов, чтобы преподавать йогу иностранцам в отелях
Убуда, то есть в Индонезии. Мне было 35, и я сказала, это нереально по Ютубу выучить в 50 с нуля английский. А она сказала, это интересно, я буду учить йогу и одновременно заниматься. Да, один ее урок дал мне больше, чем некоторые тренинги за сотни долларов. Я тогда поняла, когда ты занимаешься гибкостью тела, ты прокачиваешь и способность учиться. И вообще, если ставишь себе перед собой четкие конкретные задачи, ты перепрошиваешь свой мозг. Журналисты с запозданием на 5000 лет открыли то, что йогиня с Бали прокачивает каждый день в плане жопы и мышц. Качай задницу, если ситуация жопа. Хотя бы будет красивая жопа. Логично, но кто так делает? Только настоящие йоги в душе и в голове. Как это работает изнутри? Это инженерия, а не эзотерика. Йог – это не тот, который только сидит, сложив пальцы в мудре. Когда я впервые открыла официальный учебник кундалини-йоги, учебник эпохи Водолея, я ожидала мантры и красивые картинки, а нашла инженерный справочник о том, как правильно что-то выполнять. Каждое упражнение расписано с точностью. Угол наклона тела до градуса, длительность до секунды, ритм дыхания, вдох здесь, выдох через нос, через глаз, через уши. Я подумала, наверное, это традиция, ритуальность. А потом прочитала исследование 2024 года, опубликовано в журнале по йогической медицинской терапии. Зрительный нерв – это единственный нерв в теле, который является прямым продолжением мозга. Не просто связан с ним, а является его частью. Это означает, куда смотрят ваши глаза, туда идет нейронная активация. Взгляд вверх – активация одних зон. Взгляд в точку между бровей – другие зоны активируют. И взгляд на кончик носа – третьи. 29 исследований, 2000 участников и результат. Йогические упражнения для глаз снижают внутриглазное давление, улучшают остроту зрения и снижают нейровоспаление. Тратака – это практика, например, фиксация глаза на пламени свечи. Древние тексты говорят, обостряет интеллект, строит интуицию. Впервые я вам скажу, что у меня с глазами жопа, но я работаю над этим. Нейронаука говорит, активировать перифронтальную кору мозга можно через глаза, зону принятия решений и самоконтроля. Йоги прописывали протокол для глаз, потому что они знали, глаза управляют мозгом. Современная нейронаука это просто подтвердила. Будем говорить, что не успела поблагодарить пока. Биохакинг? Да. Доказательство биохакинга йоги. Да это люди, которые сделали это до нас. Я люблю теорию, но еще лучше примеры. Тирумалай Кришнамачарья. Тирумалай Кришнамачарья, отец современной йоги, прожил 101 год. Очевидцы описывали, он мог остановить пульс на одной руке и держать нормальный на другой руке. Сознанием замедлить сердцебиение до уровня неотличимого от смерти и вернуться обратно. Это не фокус, это задокументированная способность управлять автономной нервной системой через дыхание и мозгом. Концентрацию. Его ученики – это доказательство. А ЕМДР. В детстве врачи давали ему несколько лет жизни. Малярия, тиф, туберкулез – все это одновременно. Он начал практиковать по 10 часов в день. Умер в 95 лет. Преподавал еще в 94 года. Патапхи Джойс, 93 года, основатель аштанга-йоги. Дейзи Тейлор, британка, которая в 105 лет давала интервью о том, что занимается йогой и чувствует себя ментально острой. Конечно, ведь тело и мозг – это единая машина. Мой протокол, что лично у меня работает? Одно правило –
минимум 20 минут в день. Не когда я буду готова, не начну с понедельника. 20 минут минимум каждый день. Лучше 1,5 часа, лучше час. Но 20 – это несгораемый минимум, мимо которого я не опускаюсь. Вот почему. Потому что у меня тупо болит спина. С латыни стимул – это палка, буквально острая палка. Ею погоняли скот. Если я 2 недели не занимаюсь, у меня гарантированно начинает болеть спина. И она меня гонит на коврик быстрее, чем мотивации сделать красивую задницу. Боль – это лучший стимул. По собственному желанию, не по собственному желанию, ты все равно окажешься на коврике или в бурге на столе. Лучше второй вариант отложить на потом, а сегодня расстелить коврик. 3 принципа, которые я беру из кундалини-йоги, это позвоночник, магистраль. Позвоночник – это не просто кости и сочленения, это главная нервная магистраль тела. И если позвонки заблокированы, нервный сигнал не проходит нигде нормально и до головы так и не доходит. Ни в руках, ни в ногах. Базовая серия для позвоночника из кундалини-йоги – это не красивые позы, это технический осмотр вашей нервной магистрали. Наклон, скрутки, прогибы, повороты, каждый отдел проверяется. Именно это мне помогло встать с палочки. Не хондропротекторы, а мой любимый коврик. Принцип номер 2. Глаза. Это мозг. Глаза – это мозг. Помните, нерв и прямое продолжение мозга. В кундалини каждое упражнение имеет заданное направление взгляда. Это не ритуал, это точечная активация нужных зон мозга. Например, лево-право, лево-право, лево-право. По диагонали или фокус внимания близко-далеко. 2 минуты каждый день. Активирует перифронтальную кору, зону принятия решений и самоконтроль. Долгосрочное планирование находится именно здесь, в перифронтальной коре. Хотите принимать лучшие решения? Начните с 2 минут глазных упражнений. Лево-право, лево-право. Звучит смешно, а работает серьезно. 2 минуты лево-право и скорая помощь при панической атаке. Это когда эмоции зашкаливают, страх, тревога, злость. Это все можно выключить за 2 минутки. Конечно, кундалини – это не только тело, это дыхание, звук, концентрация мысли, движение – это полный пакет. Можно взять по скидке что-нибудь одно. Но, как вы помните, движение в школе между уроками – это казалось советским атовизмом. А теперь нет. Частные школы возвращают миру эту практику. Поработал головой – встань, работай жопой. Усваивается только то, что прошло через тело. Это не метафора. Это наука о сенсомоторной интеграции, то есть усвоение телом непосредственно этой информации. Возьми за плечи, начни их разминать, и тебе легче будет успокоиться и запомнить ту информацию, которая перегрузила твой мозг. Ты не веришь в йогу? Отлично, тогда тебе придется поверить в медицину. Поздравляю, вот твой диагноз, сам впиши какой хочешь и направление от врача. Рецепт йога, йога и еще раз йога. Тебе нужен рецепт от врача, чтобы начать заниматься здоровьем, а не лечением? Получи и распишись. Твое направление на коврик. Дозировка минимум 20 минут в день. Курс пожизненно. И побочные эффекты могут быть гибкость мышления и лучшее самочувствие, чем в 30, если тебе 40, 50, 60. Дату на направлении поставь сам. Можно задним числом, можно сегодняшним числом, и я буду смотреть на тебя так. Слушай, вот в чем правда. Если не ты найдешь в 20 минут в день на свое здоровье, ты найдешь и время, и деньги на то, чтобы лечиться потом. Это не угроза, это гарантия. Вселенная исполнит твой запрос. Она обязательно обеспечит тебя стимулом, твоей палкой. Хочешь из-под палки?
а хочешь весело и самостоятельно. Настоящая забота о себе – это не пить таблетки от давления, это начинать заниматься здоровьем до того, как оно отказалось заниматься с тобой. Вот пример, как это работает. Моей ненавистной грыжей хромоте в 36 лет я благодарна. Если честно, она меня заставила заняться собой раньше, чем процесс был необратим. Рецепт молодости простой. Витамины, учеба, йога, дыхание, звук, движение. Бля. Напиши в комментариях, ты уже на коврике или начинаешь уже разваливаться на части. Без приколов. Я знаю, я там была. В моих планах открыть медицинский ретрит-центр с анти-эйдж-программами и антистресс. Я предлагаю к сотрудничеству инвесторов, клиентов и людей, которые хотят жить долго, здорово и счастливо. Присоединяйся. Ну или как минимум подпишись на канал Сими Джули. Помимо коврика у меня есть еще много чего интересного. Смотри следующий выпуск.